Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В своем прошлом видео я рассказывал о том, как на операционную систему Linux Ubuntu версии 20.04 установить DNS-сервер и как этот DNS-сервер настроить. Сначала я его настроил как перенаправляющий, а затем настроил прямую зону прямого просмотра. При этом DNS-сервер стал преобразовывать из символьного адреса в IP как публичные имена, так и частные имена, которые не зарегистрированы в интернете. Я ссылочку на это видео укажу в описании. Но наш DNS-сервер не умеет делать обратные преобразования. То есть он не может по IP-адресу выдать символьное имя. Вот, потому что не настроена зона обратного просмотра или обратная зона. Итак, наши симптомы. Вот запускаем терминал. Вводим команду nslookup и указываем какое-то публичное имя, ну, например, i.ua. Вот видим, что преобразования производятся. Указываем теперь какое-то частное имя, ну, например, comp1.firma.ooo. Да? comp1 фирма ООО. Видим, что тоже и это преобразование тоже работает. То есть из символьного имя мы получаем IP-адрес. А если сейчас ввести IP-адрес, например, да, 192.168.7.201, вот, то в ответ мы ничего не получим, потому что не настроена обратная зона. И сейчас мы приступим к настройке этой обратной зоны. Сначала мы выйдем из режима nslookup, а затем остановим службу DNS, то есть службу bin9. Для остановки службы bin9 запускаем sudo service bin9 stop. Sudo service bin9 stop. Пароль. Итак, служба DNS остановлена. Теперь непосредственно приступаем к конфигурированию. Первое, что необходимо сделать, это открыть конфигурационный файл под названием named.conf.local. Он находится в каталоге etc bind и прописать туда зону обратного просмотра. Запускаем sudo nano текстовый редактор с правами администратора и вводим etc bind и название файла named.conf.local. Так, открываю. Вот он как выглядит. Видим, что уже в нем прописана наша зона прямого просмотра. И сейчас мы просто добавим зону обратного просмотра. Итак, для добавления зоны обратного просмотра вводим ключевое слово зоны. Дальше указываем ее название. В имени зоны в конце должно быть in addr arpa. А перед в начале зоны должно быть IP-адрес в обратном порядке. Например, если у меня здесь сеть 192.168.7, то я должен эти цифры записать в обратном порядке. То есть 7.168.192. Затем поставить точку и ключевое слово in addr arpa. in addr.arpa. Заключаем имя в кавычки. Имя зоны заключаем в кавычки. После этого открываем скобочку. Вот, в скобочке пишем type master. И аргумент указываем файл. Вот. И указываем в кавычках на файл, который будет обслуживать эту обратную зону. Будет он находиться в каталоге etc.
bind. И имя файла мы укажем как приставка db, database, и имя. Но имя укажем в удобном виде, чтобы имя было в удобном виде. 192, 168, 7. После этого ставим точку запятую и закрываем скобку. После закрытия скобки тоже точка запятой. То есть зону обратного просмотра настраиваем точно так же, как мы настраивали зону прямого просмотра. Только имя другое и, соответственно, ссылка на файл тоже другой. После этого сохраняем Ctrl-O и выходим Ctrl-X. Ну и теперь остается создать непосредственно сам файл, который будет описывать зону обратного просмотра. Лучше всего этот файл сделать как копию шаблона. Вот, шаблон находится в файле db-local. Вот, и мы что сделаем сейчас? Мы скопируем этот файл шаблон с изменением имени. Вот будем это делать с командой cp, запущенной от имени администратора или суперпользователя. Да? Sudo cp. И указываем файл шаблон. Находится он в каталоге etc bind. etc bind. И называется этот файл db.local. db.local. Вот. И копировать мы будем его в этот же каталог etc bind. Но имя мы его присвоим db.192 168 7. Enter. Все. Теперь мы открываем новый скопированный файл с новым именем на редактирование. Sudo nano etc bind db 192 168 7. Имя файла может быть произвольным. Так, и здесь необходимо сделать изменения. Прежде всего, здесь вместо localhost прописать символьное имя в полной форме нашего DNS-сервера. Называется наш DNS-сервер linux.firma.oo. И здесь также самое прописываем имя. linux.firma.oo. Здесь увеличиваем на единичку порядковый номер. Вместо 2 ставим 3. И здесь сделаем вот ряд модификаций. А именно, мы вместо вот этого localhost ставим свое честное имя. Linux. Фирма. ООО. Вот эти две записи удаляем. И вместо него добавляем, добавляем PTR записи. Первая запись. Вводим IP-адрес нашего сервера 133. Дальше вводим тип in. Дальше здесь вводим тип записи PTR. И здесь указываем символьное имя. Linux.
фирма. ООО. Также добавляем узлы. Да, в конце нужно ставить обязательно точку. Дальше добавляем узлы. Мой первый узел назывался comp1, вот с адресом 201. Вводим его IP-адрес. Дальше указываем тип in, тип наименования, тип записи PTR, без ошибочек, PTR, и имя компьютера comp1. Фирма.ООО. Так, без ошибочек. А также прописываем второй компьютер. Так, закончили редактирование. Теперь нужно это все сохранить. Ctrl-O. Выйти. Ctrl-C. И запустить наш DNS-сервер. Sudo service bin9 start. Так, DNS-сервер запущен. И сейчас мы проверим его работу. NS lookup. Так, без ошибочек нужно. Lookup. NS lookup. И вводим на название компьютера. comp1 фирма ООО. Так, все, преобразование есть. Вот оно и раньше работало. А сейчас сделаем обратное, значит, попытку преобразования. Вводим IP-адрес 192.168.7.202. Так, 202. Да, вот он преобразовал 201. Я сказал 202, а ввел 201. Но преобразования работают. Вот, мы ввели IP-адрес, а нам в ответ выдал comp1. А сейчас, если я введу 202, то оно даст comp2 фирма ООО. А если введу, значит, 133, вот, то в ответ выдает Linux фирма ООО. Итак, в данном случае уже работает не только зона прямого просмотра, не только преобразование из символьного адреса в IP, но также и обратные преобразования из IP-адреса в символьный адрес. Ну, а у меня на сегодня все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.